Прогуливаясь по Междуземью, ты с определенной долей вероятности мог наткнуться на этого приятеля. Или он на тебя. А может, ты и вовсе не слышал о нем? Что ж, тогда ты точно обязан узнать, что это за парень и почему каждый его жест подобен приказу короля, ослушаться которой никто не в силах. Elden Ring. Последнее творение Миядзаки на релизе принесло бурю эмоций всем фанатам и даже тем игрокам, кто ни разу не играл, но отважился отправиться в это путешествие на поиски заветного кольца Элдена. На протяжении всего приключения вы будете встречать разношерстных персонажей, но есть такие, встретить которых большая редкость. Да, например, Let Me Solo Her, игрок, который безусловно завоевал сердца всего комьюнити своей помощью в убийстве Малинии. Он стал настолько популярным, что получил награду от самих Bandai Namco. Это действительно стоит отдельного упоминания. Этим и славится комьюнити Souls, что порождает таких интересных персонажей. Но сегодня мы поговорим о поистине загадочной личности, личина которого была сокрыта мрачной одеждой и маской. Но не стоит пугаться, ведь доброта его души светит ярче любого созвездия. Знакомьтесь, Drip Inspector. Этот мистер ходячая легенда Междуземья, и ни один преступник стиля не проскочит мимо его зоркого взгляда. Вова, ну инспектор это понятно, а что такое дрип? Что ж, ну тут все просто. На сленге дрип означает стиль, шик. Так говорят про тех, кто стильно и модно одевается, кто реально шарит за крутой лук и наводит серьезный марафет даже перед тем, как сходить и выбросить в мусор. В игре это отражается тем, что некоторые игроки все же следуют законам стиля и стараются находить наилучшую экипировку для своего персонажа. Собственно, сам Дрип Инспектор это персонаж Elden Ring, который все больше и больше набирает популярность и становится узнаваем на просторах Междуземья. Drip Inspector оценивает элементы доспехов и оружия, делая акцент на эстетических предпочтениях и креативности в создании внешнего вида игрока. Это явление отражает большую часть культуры сообщества, где игроки не только исследуют игровой процесс, но и выражают свое творчество через дизайн собственного персонажа. А это говорит о том, что даже в такой игре, где нет прямой коммуникации между игроками, некоторые все же умудряются понять друг друга с полуслова, ну или точнее сказать, с полужеста, если вы понимаете, о чем я. You're beautiful. Тебе не стоит скрывать, что ты тоже любишь приодеть своего персонажа, чтобы он не только эффективно наносил урон боссам, но и сам выглядел как босс качалки. Сам инспектор стал уже символом оценки стиля и экипировки игроков, которым встречается на пути. Обычно это происходит следующим образом. Инспектор вторгается в твой мир, находит тебя и, конечно же, вежливо приветствует, ведь он знает, что нужно встречать людей с радостью, чтобы они радовались встрече с вами. Дейл Карнеги. Удостоверившись, что на него не будет совершено покушение, он сокращает дистанцию, а затем достает монокль, чтобы оценить внешний вид игрока. Инспектор очень усердно и внимательно изучает экипировку игрока с каждой стороны, прежде чем вынести свой вердикт. Прошел ли ты проверку стиля, или же твой лук ничего не стоит и ты одет как глупец. Именно этот процесс и завораживает игроков, ведь они с нетерпением покорно ждут, какой приговор вынесет великий Drip Inspector. По словам самого инспектора, зачастую бывает два исхода событий. Если экипировка игрока действительно разжигает пламя амбиций в сердце инспектора, то он непременно одарит комплиментом носителя доспехов. А если экипировка игрока выглядит несуразно, глупо и вызывает много вопросов, то инспектор оставляет его без комплиментов, но всегда благодарит игроков за проделанную работу в попытке обуздать моду Междуземья. Во всех этих видео с участием инспектора, которые можно найти на просторах ютуба, мне очень нравится одна простая вещь. Как игроки реагируют на процесс инспекции. Каждый раз это настолько уникальные сценарии, что предсказать все почти невозможно, как и поведение игроков. Вы только взгляните, как они воодушевлены тем, что будут проходить инспекцию стиля. Причем для большинства игроков уже не важно, настоящий это инспектор или клон, но об этом поговорим позже. Alright, he's looking at me. I want to know if I pass. I've seen him on TikTok. Oh my god. The Drip Inspector. Yes. He said you were beautiful to him. Come on, come on. Oh. Oh no.
Чтобы узнать биографию Дриб Инспектора как можно глубже, я совершил почти невозможное. Мало у кого из погасших получается это сделать, но я был просто обязан выследить инспектора в одном из его скрытых аванпостов. Все ради того, чтобы взять небольшое интервью у живой легенды. Когда я совершал перегруппировку на местности к своему обычному месту отдыха, я заметил нечто особенное, будто башня выглядела слишком уж загадочно. И лишь поднявшись на самую верхушку, я увидел его. Это был Дриб Инспектор собственной персоной. Ты, конечно же, спросишь меня, а почему я решил, что он настоящий, а не кто-то копирующий его? Все очень просто. Прежде чем найти примерные координаты его местоположения, я смог вычислить его в социальных сетях. Ссылка на YouTube канал Инспектора в описании. Предварительно написав ему, что жажду встречу, но я и подумать не мог, что он ответит мне взаимностью. Так вот, когда мы встретились с ним, мы обменялись дружескими жестами, а затем он поведал мне историю и наследие этого персонажа. Дриб Инспектор был рожден в легендах годы тому назад, примерно в то время, когда Междуземье впервые засветилось на Google картах и открылись международные рейсы, а он решил отправиться туда в поисках лучшей из возможных экипировок. К нему пришло осознание, что квинтэссенция приключений погасших — это их внешний вид, как они выглядят во время выполнения квестов, миссий, вторжений, во что одеты, пока сражаются по одну сторону с соратниками против врагов различных категорий, будь то темные духи или боссы огромных замков. Воистину он вдохновился и осознал, когда увидел, сколько прекрасных вещей происходит вокруг. Но если эти вещи случаются, пока погасшие выглядят ужасно, то какой негативный отпечаток в памяти это создает для них самих, а для соратников, а для друзей. Дриб Инспектор был рожден, чтобы убедиться в одном: приключения игроков должны происходить только в экипировке высшего стандарта качества и вида. Кто смог выполнять эти условия, был вознагражден. Те, кто не смог, им пришлось нести тяжесть собственного позора до скончания времен. Инспектор одним своим существованием создает безусловный эквилибриум между эффективностью экипировки и ее стилем. Что ж, местами игроков можно понять, ведь они хотят быть эффективными в бою, чтобы убивать боссов легче и чувствовать себя комфортнее в незнакомых территориях врага. Но какой ценой? Ценой стиля? Это неудивительно, ведь ничто иное, как скудное мышление, порождает таких монстров. Данный пример отчетливо демонстрирует нам, что такие трагедии должны быть устранены, либо как можно сильнее ограничены. Это и есть истинная цель Дриб Инспектора — качественный геймплей в качественной экипировке, чтобы твой стиль равнялся качеству игры, и не меньше. Вы даже не представляете, как мне повезло. Я не был убит инспектором за то, что нашел его секретный аванпост. Вместо этого я получил VIP-инспекцию своей экипировки. По его словам, я выглядел чудесно. Когда время нашей короткой встречи подошло к концу, мы обменялись дружескими жестами, а я получил в подарок несколько предметов от самого инспектора. Знаешь, работа Дриб Инспектора не была бы так проста, если бы не казусы, которые возникали по ходу вторжений. Это самая большая трагедия для него, когда игроки не узнают в нем истинного судью стиля и набрасываются как на обычного фантома, чтобы прекратить его существование. В таких горьких этапах судьбы инспектору ничего не остается, как защищать себя, а как следствие устранять еретиков, которые напрочь отринули качество стиля. В таких случаях он подобен жнецу душ, а аккомпанимирует ему в этом и его смертоносная коса. Именно ей он отнимает не только души погасших, но и преподает урок. Очень важный урок о том, что чувство стиля и эффективность экипировки можно и нужно совмещать. В игровом сообществе многие очень воодушевлены такой фигурой стиля, поэтому самые отважные из них стараются изо всех сил скопировать поведение и поступки легендарного героя. Они, подобны шейпшифтерам, набрасывают на себя оболочку и отправляются получать почет и славу вместо героя, а кто-то, наоборот, портить его репутацию. Более того, изучая таких персонажей, я узнал одну вещь про сообщество игроков Elden Ring. Оно просто пестрит фантазией к созданию чего-то нового и уникального, в том числе и игровые мемы. Таким образом, в мире игры существует еще несколько персонажей, которых я упомяну кратко. Vigorcheck. Игрок вторгается к другим и проверяет их полоску здоровья своим самым сильным ударом. Lift Инспектор. Ну это вообще отдельная тема. Чувак так заморочился, что поджидает всех у лифта и перед тем, как запустить тебя на платформу, тщательно все проверяет. Он сначала сам вызывает лифт, затем постукивает молотком по механизмам, имитируя ремонтные работы, либо тесты оборудования. А после приглашает на платформу. Больше мне ничего про них
неизвестно. Такие персонажи становятся настоящими мемами в сообществе, а мемы всегда найдут отклик в сердцах игроков и понимание, ведь они являются одним из популярнейших способов передачи информации, приводя игроков к обсуждениям внутриигровых ситуаций. Кто знает, может в один из дней ты сможешь создать что-то такое, что вызовет бурю эмоций у людей. Они начнут обсуждать это и с радостью делиться с другими. Ведь, как говорил Дейл Карнеги, улыбайтесь глазами, смотрите на людей с теплотой, и вы увидите, этот теплый взгляд обязательно найдет отклик. Поэтому будьте бдительны, когда встретите настоящую легенду. Проявите уважение к инспектору, поприветствовав его жестом. И несмотря на то, что время нашей встречи пролетело незаметно, я был очень рад и воодушевлен, что у меня появился новый друг в лице Дрип Инспектора. Тех, кто досмотрел это видео до конца, я хочу поблагодарить за проведенное со мной время. Буду безмерно благодарен, если оставите свои реакции либо комментарии под этим роликом. Постараюсь ответить на каждый из них. Искренне желаю вам стиля, а также найти свое предназначение и следовать вашему пути. Ведь помните, он светит ярче, чем восходящее солнце. Всем добра и до скорых встреч.